Сегодня в Испании праздник, День Конституции. Везет мне жить в королевствах. То я жил в королевстве Бельгия, а теперь в королевстве Испания. Обе монархии конституционные. Сегодня как-то все на расслабоне, завтра еще суббота. Я сижу напротив бассейна. Посмотрите, никого нет. Открыто. Просто вдумайтесь, выходной день. И завтра выходной день. Здесь все открыто. Бассейн открыт. И никто никого не гоняет, никто никому не запрещает. Просто надоело с утра заставлять себя работать. Надо очень важную вещь сделать. Результат трехмесячной работы подвести. Но что-то сегодня мне не пошло с утра. Вот решил прогуляться, тем более потеплело. Я уже достал теплую одежду, потеплело и решил насладиться прекрасным декабрьским днем. Я Андрей Панюшкин, журналист, который вынужденно живет в Испании. Подпишитесь, пожалуйста, на мои каналы. Их у меня несколько. Есть и этот канал, где всякая всячина, солянка. В основном жизнь моя в Испании, воспоминания жизни в России, в СССР. Есть канал специально посвященный юридической взаимопомощи, канал школы юридической самозащиты «Адвокат Фри». Там я стараюсь выкладывать исключительно то, что касается именно взаимопомощи, какие-то полезные лайфхаки, ништяки, которые вам помогут лучше защищать свои права. И есть канал Russos Talks, где он больше посвящен интервью с другими русскоговорящими, которые живут в России, в Украине, в Испании, в Европе. Мы там обсуждаем, опять же, опыты релокации, но там все в форме интервью, там более он политический канал, и с другой стороны он больше с лайфхаками, с практикой, опять же. Я все, понимаете, пытаюсь помочь себе самому и вам помочь. Сегодня будет просто рассуждение на разные темы, просто поговорить с вами захотел. Я, в общем, все время с вами разговариваю. Это своего рода терапия для меня. Потому что с испанцами, хоть я, наверное, мог бы поговорить по-английски, но ментально мы с ними очень далеки. Не может человек, который прожил всю жизнь в расслабляющей атмосфере Испании, и у которого здесь семья, у которого здесь связи, у которого знание языка, не может этот человек адекватно понять меня и мои переживания. То же самое даже касается и тех, кто давно прожил в Испании, русскоговорящих. Язык-то они понимают, но, что называется, душу они понять не могут. Слишком давно живут в Испании. Бедный богатого не разумеет. Понимаете? Прикольно, оказывается, как я смотрю, этот бассейн, получается, может сдвигаться и летом становиться открытым. Класс. Открытый бассейн. Так вот. Наверное, я хотел чуть-чуть порассуждать по поводу будущего. Естественно, я слушаю всяких спикеров, всякие видео по поводу того, что будет в России, что будет в мире. Если в общем, то я думаю, что мы по сути находимся в состоянии Третьей мировой войны или Четвертой по Станиславу Белковскому.
Есть такой писатель, к которому я прислушиваюсь. Так вот, эта Четвертая мировая война, она уже идет в горячей фазе, как вы сами понимаете. И как во время любой войны, дальше будет только хуже. Я думаю, что хорошее время уже закончилось. Закончилось оно, наверное, даже сложно сказать, когда. Ну вот я вспоминаю себя, ну окей, до 2008 года все на взлет шло, потом падение, кризис. Потом как-то отошли в 2011 году, вроде начался восстановительный рост, но говорят экономисты, тот же Игорь Липсиц, еще один человек, к которому я прислушиваюсь, говорят они о том, что в 2011 году начался спад экономики России, уже в 2011 году. И понятно, что в 2014 году мы просто начали лететь под откос с ускоряющимся движением. В 2022 году, может быть, это совпало с тем, что у меня разрушили, сожгли дом. Но, в общем-то, наверное, для меня это символ. Символ того, что как раньше больше не будет, и все хорошее закончилось. Частный дом — это, безусловно, самое лучшее, что было в моей жизни. Жизнь в частном доме. Я всячески хотел бы не дальше жить в частном доме, но, к сожалению, в Испании это очень дорого. Я с трудом сейчас преодолеваю этапы получения водительского удостоверения. Нужна машина для частного дома. Иначе не выжить. В общем, если вдруг я смогу решить вопрос с машиной, то может быть. Так вот, что касается будущего. Вспоминайте, как было хорошо в 2007 году. Так больше никогда не будет. Будет только хуже. Да, у кого-то, кто сейчас вовлечен в Россию в войну, военное это производство, у кого-то становится лучше. Но, ребят, это первый кулик на болоте. Даже если вы какой-нибудь силовик, ФСБшник, военный или министр, ну, рано или поздно и за вами придут. Ваши дети теперь, если смогут учиться в Европе, то только тайно. Если ездить куда-то отдыхать, то только тайно и только в Дубай. Уже тех степеней свободы, которые у вас были, у вас уже не будет. Ой, да, Дубай хороший. Ну, ребят, если бы Дубай был такой хороший, вы бы туда раньше и ездили. А вы ездили в Европу. Вы хотели вот здесь, вот в районе Аликанте, покупать квартиры, дома. Здесь очень много русскоговорящих. И у них у всех есть какой-то российский бэкграунд или украинский. Они же не просто тут здесь оказались, потому что им здесь нравится климат. Нравится то, что здесь законы работают, если у тебя есть деньги на адвоката. Нравится вот такая вот расслабленность испанского правосудия, что они не очень сильно под кожу вам залезают в плане, откуда у вас деньги. Ну, то есть, да, они как бы соблюдают законы, но никто не будет докапываться к какой-нибудь сеньоре с фамилией Первышова или Евланова, откуда у нее деньги на покупку дома в Испании. Ну, подставит какой-нибудь документ из России и все. А то, что это Первышова или Евланова, может быть женой или невесткой соответствующих политических деятелей из России, да, испанцам на это наплевать. Пока.
Но чем дальше, тем больше социальные сети и интернет помнят все. Поэтому и даже для вас, людей с деньгами, со связями, с политическим влиянием, все хорошее уже кончилось. А как в России беззаконие действует, вы сами знаете, вы сами причастны к этому. Вы часть этого беззакония. Пока вас не съели, это пока вас не съели. В будущем вас съедят рано или поздно. Придут еще более голодные, придут еще более жесткие. Думаю, сейчас мэр Сочи Копайгородский жалеет, что не убежал куда-нибудь, когда еще не было уголовных дел, и считает, сколько ему денег надо отдать. И Блиновскую не выпустят, пока она не будет полностью ошкурена. А вы хотели, как при Сталине? Вот очень похоже, как при Сталине. И воронки будут по ночам, и будете друг друга жрать. Потому что всех остальных сожрете. Все остальные будут очень бедные. Все остальные, кто сейчас думает, что у них есть частный бизнес, хорошие бизнесы отберут, плохие бизнесы сами по себе умрут. России нужны бедное, нищее население, чтобы можно было им распоряжаться как рабами. Отправлять на стройки, чтобы эти люди соглашались жить за пайку. Достаточно было бы им каких-нибудь куска хлеба и чего-то там, к нему майонезика. Те люди, которые правят и будут править Россией, это люди, которые прожили свои годы молодости при застое, и они будут стараться эту молодость восстановить, так как они ее помнят, эти порядки застоя. Я родился в самый прекрасный год брежневского застоя, 75-76. Уже в 79-м началась война в Афганистане, и пошло все потихонечку под откос. Олимпиада 80. Я еще, ребят, вот не поверите, я настолько мучаюсь от того, как много думаю, а думаю я много, и без ложной скромности мне очень тяжело быть умным. С женщинами, например, сложно знакомиться. Начинаешь думать, прогнозировать, к чему отношения могут эти привести, понимаешь, что ну его нафиг. Так вот, представьте себе, в 2014 году, еще до всякого Крыма, еще когда только шла Олимпиада, вот только, ничего еще не случилось. Я почему-то так себя поймал на мысли о том, что, ну вот прямая аналогия с Олимпиадой 1980 года, а дальше все пойдет под откос. Как в воду глядел. И все пошло под откос. И летом 2014 года, когда я был в Англии, учился там, я очень спорил с мамой одного из моих однокурсников, женой ФСБшника. Представляете, тогда еще можно было вот так вот приехать, учиться в Манчестере, будучи женой ФСБшника. Я с ней спорил о том, что то, что на Донбассе тогда только начинало происходить, все это закончится очень плохо. И опять оказался прав. И сейчас, я уверен, я окажусь правым в том, что вернется все, что было в Советском Союзе. Распределение. Вам будут говорить, ну как же, мы же вам бесплатно даем образование. Значит, вы должны его отрабатывать. Логично? Логично. Вернуться работы. Ну, кстати, право собственности, которое у вас есть, ребят, у вас его нету.
еще раз, у вас нету никакого права собственности. Вы думаете, что оно у вас есть. На самом деле его у вас нету. Посмотрите, что происходит с Невзоровым. Да и со мной то же самое происходило еще 10 лет назад. Суд просто признал, что у меня никогда не было права собственности на недвижимость, а то, что я платил налог на недвижимость, налог на землю в течение 20 лет до этого, ну так получилось. Никто мне эти налоги не вернул. Я написал, говорю, у меня не было, говоря, мне суд, говорю, в письме сообщил, что у меня не было права собственности. Верните мне деньги, раз у меня его никогда не было. А мне ответили, иди ты, мальчик, когда мы начисляли, оно у тебя было. А сейчас, сейчас. Ваше право собственности отсутствует у вас. Любой сейчас суд по отношению к любому человеку может принять любое решение. Что эта сделка мнимая, что право собственности не наступало. Любые сделки, господи, если они сейчас пересматривают дела по репрессированным, пересматривают сталинские дела в отношении репрессированных и отменяют оправдательные приговоры и решения. Неужели вы думаете, если им не нужно будет, они не пересмотрят решение в отношении вас адресно? А если не адресно, есть у вас право собственности, будет ваша эта недвижимость, квартира стоить копейки. Для примера, как сейчас помню, в 2002 году квартира площадью 42 квадратных метра в доме 156 по улице Красной. Дом очень-очень элитный. 156, да? Головатого и Красная. Вот квартира двухкомнатная в этом доме в 2003 году стоила столько же, сколько BMW тройка. Гарантирую вам. Вот можете пойти посмотреть объявление. Мы просто думали о том, что нужно избавляться от этой квартиры, пытались ее продать. И как-то на какой-то вечеринке, на пьянке, шутили о том, что квартиру продадим и купим BMW. Вот такая была цена. Да, потом цена на эту квартиру выросла со временем, к 2008 году. Но прошло сколько времени. В рублях ваша квартира уже потеряла в цене. В смысле, не в рублях, в долларах. В рублях она, может быть, и выросла, но доллар-то как растет. И потом вашу же эту квартиру, наоборот, вот она у вас в собственности. Значит, с вас можно доить деньги. Можно повышать тарифы, можно вводить оплату за капитальный ремонт. Лифты начнете в складчину ремонтировать. То есть собственность — это ответственность, я всегда это говорил. Это ваша собственность, это ваша будет ответственность. Будет у вас эта квартира в собственности, и вы будете отвечать за то, что вам нужно будет ремонтировать инфраструктуру в доме. Просто начальство будет себя потихонечку снимать, эту ответственность. Вам говорят, у вас же там ТСЖ. Вот давайте в складчину стояки меняйте, батареи меняйте, лифты меняйте. И все. Потихонечку будут отказываться от своих обязательств чиновники. И что вы сделаете? Это ваша собственность. А продать? Продать ее за 3 копейки. И куда вы переедете с этой суммой? Куда? А разница в качестве инфраструктуры будет примерно никакая везде. Посмотрите, как Подмосковье, не Тува, не Алтайский край, Подмосковье замерзает. Москва и московский регион 90% грубо всех денег в России собирает. 90%.
и посмотрите, какая ситуация там. Неужели вы думаете, что что-то лучше будет в каком-нибудь Ростове-на-Дону? Про Тверь я вообще не говорю. Или даже Санкт-Петербург. Раз мы пришли к воспоминаниям об СССР, у меня такая серия есть, как я вспоминаю свое детство, юность. До 17 лет я жил в СССР. Хорошо, очень хорошо помню. Свежий, молодой мозг, ничем не забит. И многие мои подписчики, они хотят переехать в Краснодарский край с других регионов России. Тем, кто собирается переезжать, и россиянам тоже. Кстати, подпишитесь сейчас, поставьте мне лайк, напишите мне комментарий, в чем я не прав. Я в данный момент как раз пытаюсь на один из ваших комментариев ответить. Так вот, откуда я узнал, что вы из Казахстана? Потому что вы мне пишете комментарий. Вот, соответственно, пишите, я буду отвечать на ваши комментарии еще больше. У нас такой интерактив получится. Обожаю читать комментарии. Единственное предложение: старайтесь формулировать свои мысли корректно, потому что даже не от меня зависит. YouTube, то, что он считает некорректно, ругательства всякие, оскорбления, он ставит на паузу, а я просматриваю эти ругательные комментарии, может, не это самое, не каждый день, даже и не каждую неделю. Иногда я вспоминаю, что надо пойти еще посмотреть, есть ли там ругательные комментарии. И нахожу их в большом количестве. Вот. Кстати, некоторые я даже не могу, если их хочу опубликовать, я их не могу, просто YouTube не дает их публиковать. Старайтесь выражать вашу мысль корректно. Пускай это будет ваше несогласие с тем, что я говорю, несогласие с тем, что пишут другие комментаторы. Вы можете то же самое, но изложить без оскорблений, без матов. Тогда YouTube пропустит ваш комментарий. Я стараюсь, чтобы все комментарии были негативные, позитивные. Мне как раз очень ценно с вами иметь вот такой вот интерактив и встречное общение. Так вот, я знаю, что многие подписчики мои смотрят из Казахстана. Давайте так, мое мнение. Если бы я жил, я был в Астане. Если бы я жил вот в этих пятиэтажках в Астане советского периода, наверное, да, хотя бы из-за климата я бы переезжал в Краснодарский край. По сравнению с Астаной, климат там мягче. С другой стороны, у вас есть Алматы, почему бы не переехать туда? Мое мнение, что экономически Казахстан на перспективе 10-15 лет будет лучше, чем Россия. В перспективе 10-15 лет. Второй момент еще очень важный. Очень важный. Я написал и статью о продолжительности жизни в разных странах. Есть феномен долгожительства у испанцев. Я исследовал разные факторы, почему. Опросил экспертов. Эту статью могут прочитать мои подписчики на Патреоне и Бусти. Так вот, когда я эту статью исследовал, общий мировой тренд — падает рождаемость. В Испании катастрофическая рождаемость 1,3. На пару рождается в среднем 1,3 человека. Население здесь вымирает. Оно растет в абсолютных значениях, но только за счет иммиграции из стран Латинской Америки. К концу 21 века в России будет на треть меньше населения. В Украине будет половина сегодняшнего значения населения. В Испании будет половина от сегодняшнего значения населения. Почему по Испании? Да потому что и в Латинской Америке рождаемость падает.
То есть и там тоже меньше рождается, значит меньше может оттуда сюда переехать. Вообще переезжают мало людей, ну то есть в общих значениях, допустим, из той же Колумбии не полстраны готовы переехать, а небольшое количество. Это связано с деньгами, просто желанием человека переехать. Казахстан будет расти по населению. Одна из немногих стран в мире, которая будет расти по населению. И в этом, в оставшихся 2/3, ну почти 2/3 21 века, расти в основном население будет в Центральной Африке. Ну, то есть, как это по-русски, подсахарной Африке. То есть, южнее Сахары. Вот там будет расти население. Нигерия, всякие там Конго и прочие Ганы. В Европе население будет падать. Меньше всего население будет падать во Франции. И во Франции, и в Казахстане население будет расти за счет исламского фактора, по моему мнению. Почему лучше статью читайте, если вы подписчик. Там я все подробно расписал, привел ссылки. А зачем нужно рост населения? Ну, элементарно, за тем, что эти люди готовы платить вам пенсии. То есть, если у вас нет работающего населения, то кто-то должен вам платить пенсии. А его нет, этого населения. Ну, возможно, придумают какой-то другой способ налогообложения, но пока так. Меньше людей, которые работоспособного возраста, меньше отчислений в пенсионный фонд. Пока же такая пенсионная система, в Казахстане население будет расти. Ладно, допустим, вам не нравится рост, возможно, какой-то рост национального самосознания в Казахстане. Тогда подумайте, что в Москве у вас будет больше доступ к деньгам, чем в Краснодарском крае. Краснодарский край, по сути, это либо дачи для москвичей, питерцев и других состоятельных людей из России, дачи, куда они приезжают летом, либо это сельхозка или транспорт. Ну, то есть основные отрасли какие? Курорты, выращивание сельхозпродукции за счет климата и транспортные магистрали всякие. Новороссийск, Туапсе, Сочи, Темрюк, Анапа. Ну, Анапа меньше, Ейск. Вот, все. Есть остальная сфера обслуживания. По климату, ну да, наверное, лучший регион в России по соотношению всех факторов. По поводу того, куда переезжать в Краснодарском крае, еще на один комментарий отвечаю. Поскольку я уверен, что вы будете возвращаться в Россию во времена Советского Союза, я вот вспоминаю, как было в 80-е годы. Те, кто жил на земле, они себя чувствовали лучше. У них был доступ к производству продуктов питания. Выращивали. Я не мог понять тогда. Вот вам пример. Родители отца, в смысле не родители, родственники отца жили в Батайске под Ростовом. И у них большой огород было, там еще какие-то им давали большие, ну что-то типа кусков колхозных полей, паи, вот слово пай. Были большие паи, где они выращивали картошку. Я помню, что мы детьми туда ездили, нас заставляли этих колорадских жуков собирать, а мы вместо этого в канале купались, там змеи плавали, мы раков ловили в канале и плохо работали на сборе колорадского жука. Вот у них была земля там такая ровная, большое, огромное поле, как сейчас помню, рядом с каналом, где-то под Батайском, и мы вот вместо сбора жуков купаемся в канале при жуткой жаре.
Плюс они выращивали кроликов, потому что в Советском Союзе нужно было еще и зарабатывать как-то. Нужно было шапки шить, шубы шить. А кролик — это не только ценный мех, но и 34 килограмма диетического мяса. Это не шутки, это вот прям так и есть. Я в детстве огромное количество кроликов съел. И, кстати, знаю, как его освежевать тушку. Дедушка, ну, в смысле, не дедушка, дядя, брат отца учил. Зачем мне это знание? Но пригодится когда-нибудь. Вот. Хотя я мясо не ем. И у родственников были и куры, и гуси, инdoутки, утки, кролики. Ну, кролики, я так понимаю, потому что это компромисс мяса. И, соответственно, мех. Плюс они все время ездили на лиманы и на вот эти вот протоки ловить рыбу, привозили. Огромное количество рыбы в детстве съел. Обожаю рыбу, и соленую в том числе. И я как помню в детстве, вот надо покормить детей. Нас там много родственников собиралось. И вот нам отваривали картошку домашнюю, брали огромного вот этого вот леща, который смесь с сазаном, называется чебак. Брали эту огромную рыбу, резали каждому по куску, и вот наш обед. Помидор, картошка и соленая рыба. Ну, блин, слюна потекла. Настолько вкусно. На земле там жили люди относительно хорошо. Хоть там и жестче климат, и зимы там многоснежные, но там был доступ к плодородной земле, к рекам. Все это было тогда бесплатно, они просто поехали и наловили рыбы. Я помню, что мы комаров с собой кормили, дети поехали в палатки, значит, они на ночь донки ставят, ловят рыбу, а мы в палатке лежим, и нас комары жрут размером с попугая. С другой стороны, бабушка в Туапсе на склоне горы на даче пыталась высаживать картошку. Вот, она же у меня с Украины. Вот, что она там еще пыталась выращивать? Груши пыталась выращивать, гранат пытались выращивать. В общем, очень плохо там все росло. Я это к чему говорю? К тому, что если вы на территорию Краснодарского края хотите приезжать, поймите одно. Даже в горячем ключе земля уже не плодородная, а в горах, типа вот Туапсе, Сочи, Новороссийска, это по сути камешек с примесью грязи. Больших урожаев в этом не получите. Плюс обрабатывать ее тяжело. Поскольку вы возвращаетесь в Советский Союз, вам лучше селиться на земле. То есть это степная, равнинная часть Кубани. Желательно недалеко от реки Кубань. Ну вот, родственники жены жили под Кропоткиным. Прекрасные места, супер плодородная земля. Метры чернозема в глубину. А в горячем ключе глина. Желтая поганая глина, на которой ни черта не растет. Толком соседи все, и мы все завозили чернозем себе машинами с Кубани. Потому что у нас там ни черта не растет. Виноград кое-как, и то я его с ним 15 лет возился. Не все фруктовые деревья даже растут. Ну, потому что земля там говно, давайте честно скажем. Не плодородная. А чем дальше туда, вот в горы, тем хуже и хуже. Я помню, как бабушка с этой несчастной картошкой долбалась в Туапсе. Там вот этот грунт копнешь, а это мелкий камушек такой вот, типа как песка, с какими-то вкраплениями черной пыли, то, что ветром принесло. И ничего не растет. Картошка была как, максимум размером со сливу. Ну вот сливы, кстати, хорошо росли, поэтому бабушка самогонку гнала, сливовицу. Вот. И то, опять же, груши не вызревают в Туапсе. Хурма хорошо вызревала, груши не вызревали. Гранат практически не вырастал до размера плода, такая, знаете,
тоже размером со сливу росло. Да там толком ничего не росло. Черешню жрали птицы из ближайшего леса. Помнишь, слив было много. Вот. Ну и хурма хорошая, только потому что она зреет уже когда там, к октябрю, к ноябрю, когда уже хурма и сверху снег уже лежит. Так что, если вы хотите жить на земле, равнинная степная часть Краснодарского края ждет вас. И там земля, и там, кстати, дома дешевле будут. Все сейчас ломятся на побережье. Ну, сколько у вас там будет? Ну, 4, ну, 6 сотки. Вы много вырастите на 6 сотках, если у вас там будет дом? А нужны же большие огороды, чтобы можно было мотокультиватор загнать, пойти, скопать там, допустим, 20, 30, 40 соток и так далее. Поэтому перестаньте смотреть на побережье и на гористую часть. Да, климат там мягче, но вы там ничего себе не вырастите. Того, что можно, чем можно кормиться. И свинью там не пустите в загон, и ни курей, ни гусям, ничего там не хватит травы, чтобы питаться. Вот. В этом смысле, если бы я выбирал, ну, наверное, я бы смотрел куда-нибудь. Да, действительно, вот Кропоткин, Воронежская, господи, где еще? Кореновск. Так, недалеко от Краснодара, чтобы не забираться совсем далеко. Недалеко от Краснодара, где будет хоть когда-то, хоть какая-то медицина, когда-нибудь. В любом случае. Да, Славянск на Кубани слишком низко. И там это солома жгут. Адыгея прекрасное место. В плане того, что там земля качественная, хорошая. Северский район в некоторых его частях. Услабинский район. Вот. Горячий ключ сразу нет. Ну, в смысле, часть района да, но остальное нет. Может быть, часть Обширонского района. Вот. Гулькевичи. Почему бы нет? Динской район. Да, хорошо, близко. Кореновск, Динской район. Ну, так вот, условно говоря, 100 километров от Краснодара. Ну, 150 максимум. Это тот радиус, который... Вот, 150 это уже Майкоп. Вот это тот радиус, которым бы я стал выбирать тебя на земле, чтобы у вас был большой участок земли. И желательно несколькими семьями, и чтобы рядом еще была хорошая речка. Потому что климат будет дальше более экстремальным. То засуха, то наоборот дожди. Близко к речке не селитесь. Так вот, на возвышенности с большим земельным наделом, несколько семей на улице. Идеальный способ переехать на Кубань. И это будет взвешенное нормальное решение. Но это в том случае, если вы не можете уехать из страны. А если вы можете хоть как-то уехать из страны, я считаю, что уехать можно, посмотреть на мой пример. Уехать можно в любом возрасте. Вопрос только в деньгах. То есть просто невозможно комфортно себя чувствовать без денег. Нужно иметь минимум 11-12 тысяч евро на человека в год начального. И нужно какое-то время на адаптацию, на то, чтобы оформлять документы, выучить язык. Язык, конечно, лучше учить в своей стране. Испания прекрасна тем, что здесь им всем плевать на мигрантов в плане того, что никто вас не будет здесь шеймить за то, что вы приехали из России. Никто не будет приставать особенно к источникам ваших денег. Приехали. Показали им бумажку. И все. То есть в плане легализации я считаю, что Испания одна из лучших стран по легкости легализации.
Бюрократия во всех странах Европы одинаково сильная, одинаково плохая и медленная. Ну, просто если вы, допустим, будете переезжать в условную Польшу, на вас будут смотреть плохо из-за того, что у вас российский паспорт. А в Испании они настолько далеки от этого конфликта, что им все равно, как у вас паспорт. Российский, казахский, белорусский, украинский. Они не разбираются в разницах между нами. Им на это наплевать, откровенно говоря. Кстати, многие испанцы еще и поддерживают действия России, потому что они выходцы из латиноамериканских стран, а в странах Латинской Америки вообще очень сильные пророссийские настроения. В Латинской Америке терпеть не могут американцев, грингос, да? А и вот они считают, что Путин против Америки, за это страдает, и поэтому они поддерживают Путина. Вот так вот. Латиноамериканцы очень левых взглядов в основном. И, соответственно, они приезжают в Испанию, остаются при тех же взглядах. В этом плане, там нету дальше куда идти, в этом плане Испания хороша. А что касается того, куда здесь переезжать, кстати, да, еще чем Испания хороша, очень простой язык по сравнению с любым другим европейским языком. Немецкий много сложнее, французский много сложнее, чем испанский, чуточку проще, чем немецкий. Ну а про все остальное, типа, ну, итальянский, может быть, где-то рядом с испанским, но тоже сложнее немного. Вот. По климату, ну вот вы видите, 6 декабря я хожу. В принципе, мог бы ходить и в майке, но что-то я уже перестроился на зимнюю форму одежды. Вот кофточку надел на себя с длинным рукавом и джинсики. На улице сейчас где-то 18 градусов примерно. Солнышко светит. В какой регион Испании переезжать? Смотря чем вы собираетесь заниматься. Экономическая жизнь находится в 3 регионах. Ну, в 4. Лучше всего экономическая жизнь — это Барселона. Там больше всего экономики. Второе — это Мадрид, естественно, столичный регион. 3 — это Валенсия, 3-й город в стране по размеру экономики. 4 — это, наверное, Бильбао. И только на 5-м месте это регион вот от Мурсии до Дении. Ну, регион Аликанте, вот где я сейчас нахожусь, на 5-м месте, потому что здесь вообще вся экономика — это в основном туризм. По климату, если вы любите жару, то да. Если нет, тогда я вам все-таки рекомендую Атлантическое побережье. А, да, еще Бильбао должен был упомянуть, номер 6. Или я говорил. Вот. Ну, в общем, Барселона, Мадрид, Валенсия, Бильбао и Аликанте от Мурсии до Дении. Вот этот восток, юго-восток Испании. Все остальное юг типа Малаги или Галисия, то есть это запад рядом на побережье Атлантического океана. Это все очень-очень экономически слабенько. Чтобы вы представляли экономику Испании, экономика Испании — это бублик, пончик по кругу вдоль моря.
и гор, и в центре Мадрид. А все остальное пустота. Потому что слишком жарко летом. Ну, в Мадриде тоже жарко, но там все-таки столица. Так что если вы любите если вы любите жару, вполне можете приехать сюда. Вообще, конечно, лучше с деньгами ехать. Да. Потому что, как я уже в одном видео говорил, может быть, оно еще не вышло, в первую очередь нанимают местных, потому что это язык, это общий менталитет, это родственные связи. А здесь, как у всех южных народов, родственные связи и какие-то контакты решают все. На втором месте это выходцы из стран Латинской Америки, потому что язык, потому что общий менталитет, общие книги, фильмы, общий бэкграунд культурный. Вот. И какие-то там далекие, можно связи тоже найти. На третьем месте кого нанимают, это европейцы, потому что это европейский вид на европейские документы, автоматическое разрешение на работу, понятная страховая история, понятная история, в общем, люди из Европы, из одной с вами страны, конфедерации. И только на четвертом месте нанимают выходцев из стран бывшего Советского Союза и других мигрантов. То есть вот у нас четвертая очередь в найме. Нас могут нанимать только если мы супер экономически выгодны. То есть готовы работать за полцены. Вот тогда нас наймут. Европеец любой, которого они нанимают, какой-нибудь чех. Чех говорит по-английски, чех говорит по-немецки, чех говорит по-чешски, и чех на месте здесь выучит еще испанский. Вот. И у него все в порядке с документами. Но нанимая его, наниматель сразу, во-первых, он не боится никаких там проверок и документов, потому что все уже и так европейское. А не надо именно по поводу визы париться. Да и главное, что человека нанимают, он сразу получает несколько языков в комплекте вместе с этим сотрудником, на которых можно там коммуницировать с клиентами, например. Вот, тут же много туристов, но вот это преимущество. Да, так что если вы в Испанию собираетесь приезжать, сразу учтите, что вас, скорее всего, будут нанимать на очень низкие деньги, маленькие деньги. Поэтому готовьтесь работать за 3 копейки. Знание языка нужно. Лучше приезжать с каким-то своим бизнесом. Вот тут-то вам можно развернуться по полной. Потому что испанцы не спешат работать. Испанцы любят отдыхать. Испанцы любят кайфовать от жизни. И на этом вы можете сыграть. Например, сейчас вот праздник сегодня национальный. Все испанские магазины закрыты. Работает один русский, славянский магазин. Можно сказать, что он русский, потому что название фирмы Кузбасс. А второй магазин, который работает, это выходцы из Непала, его владельцы. Вот 2 магазина работают. Непальский и российский. Все остальные закрыты. То же самое. Есть, в общем, сектора экономики, в которые можно заходить со своими бизнесами, где испанцы не хотят ничего делать,
или не могут. А вы можете, потому что вам нужно чего-то достичь, каких-то успехов добиться. Безусловно, Испания может быть и не самая развитая страна в Евросоюзе, но у нее есть свои конкурентные преимущества. Хотя бы связано с тем, что выучив испанский язык, если у вас будет бизнес, который можно перекладывать на другие страны, то вы сразу можете его переложить на все страны Латинской Америки. Собственно, поэтому бизнесмены в Испанию едут, чтобы здесь, так сказать, потренироваться на кошечках. И это же для вас, кстати говоря, источник трудовых кадров. То есть вам нужен, допустим, какой-нибудь техподдержка чего-то там. Опаньки. Наняли каких-нибудь колумбийцев. Они будут пораньше просыпаться, работать в вашей техподдержке. И вы им будете платить 3 копейки. А не испанцев нанимать на работу, которые могут не выйти на работу по причине того, что у них плохое настроение, у них месячные или еще что-то. Вот. В этом большой плюс. Доступ к полумиллиардному рынку труда. Потому что на испанском языке говорят около полумиллиарда жителей Латинской Америки. Плюс еще 80 миллионов американцев. Не то, чтобы я топил за Испанию. У меня очень много претензий к Испании. Лично у меня, например, хотя бы та претензия, что здесь никак не помогают беженцам из России. Украинцам помогают. Немного помогают. Потому что под украинцев отдельная программа помощи, отдельные бюджеты. А россиянам не помогают никак. Потому что никаких бюджетов нет. Но с другой стороны, никто меня отсюда не выгоняет. Никто меня не проверяет, не заставляет жить ни в каком лагере. Условно говоря, сделка примерно так выглядит. Мы тебя не трогаем, и ты нас тоже не трогаешь. Делай, что хочешь, выживай, как хочешь. Вот. Все в твоих руках. Я, конечно, был бы рад, если бы мне испанцы выдали документ, без которого очень сложно жить вообще в Европе. У меня нету ТИЕ, то есть карточки вида на жительство. А без этой карточки я не выездной. Более того, я без этой карточки не могу себе нормальные банковские счета открыть в таких учреждениях типа Революта. Да вообще, у меня национальный документ, который мало кто даже здесь в госорганах понимает. Опять же, нужно заново в автошколу ходить, тоже дополнительные деньги. То есть был бы рад, если бы у меня появилась эта ТИЕ, я бы стал человеком не 3-го сорта, а 2-го сорта. Вот это было бы прекрасно. Ну, а остальное, не пристают ко мне. И ладно. Вот. Лучше, чем в каком-нибудь лагере жить с остальными беженцами на принудительной основе в обмен на то, что тебе там дадут какие-нибудь 300-400 евро. Пособие. Да, самая большая проблема, которую я вам забыл сказать, только что вспомнил с этой моей карточкой, это то, что я не могу нормально арендовать жилье. То есть здесь же, как по всей Европе, они очень боятся окупасов, или сквотеры по-английски. То есть тех людей, которые заселяются в жилье и потом не платят и не уезжают. Самозахватчики. Очень они боятся таких людей. И у тебя спрашивают, а на каких основаниях ты находишься в Испании? И вот мне нужно им показывать документы, а у меня документ буквально красного цвета, где написано, что я только проситель убежища. Представляете, как выглядит лицо испанца, когда он увидит, что у меня там написано без 5 минут окупас. То есть у него, да, там написано, что я могу работать в Испании, но для них это звучит как вот, у него нету статуса, нету этого ТИЕ, то есть вида на жительство, а значит он в любой момент
может превратиться в неплательщика и захватит мое жилье. Это основная проблема. Поэтому, когда вы будете приезжать в Испанию, путь вида на жительство, вернее, путь беженства, как путь к виду на жительству, в последний момент, в последнюю очередь выбирайте. Это очень плохой вариант для получения вида на жительство. Другие варианты затратные. Допустим, поучиться в университете или получить визу высококлассного специалиста. Да, кстати, об этом тоже, наверное, надо сказать. Испания решила задавить некоторые программы свои миграционные. Еще пахнет шашлычком. Вот об этом я тоже скучаю, о частном доме и шашлычке. При такой-то погоде, да еще на берегу моря, сердце кровью обливается. Так вот, испанцы раньше позволяли приезжать в страну людям и уже находясь на территории Испании подаваться на визу студента по основанию тому, что человек учится на курсах испанского языка больше полугода. Тогда тебе дают разрешение на пребывание в Испании, потому что тебе нужно учить испанский язык. Всю эту лавочку уже прикрывают. Я не уверен, что сейчас даже имеет смысл подаваться на эту визу. В смысле не визу, а программу. Потому что в мае месяце уже официально можно будет получить студенческую визу и вот этот вид на жительство, только если ты учишься на курсах профессиональной переподготовки или в университете. То есть эту тему они прикрыли. И вообще вот эти новые указ короля, который подписал Филипп VI, который вступает с мая следующего года в действие, общий его тон в чем? Новые люди, которые приезжают в Испанию, им заезд усложняется, а старые, которые уже находятся на территории Испании, им легализация упрощается. То есть, если вы были даже нелегалом в Испании какое-то время, вам проще будет легализоваться и получить вид на жительство. По поводу беженства вообще не рассчитывайте, что вам будут помогать. Общая тенденция по Евросоюзу в том, что беженцы должны, во-первых, беженцев будут отсеивать, признавать беженцами будут все меньше и меньше. Сейчас, когда, я полагаю, будет заморозка украинско-российского конфликта, вообще эти все темы будут свернуты. Вот. Пока еще это не произошло, но произойдет. Вот такая вот ситуация. Наверное, вам хватит сегодня моего лица. Покажу вам природу местную. Вот тут уточек кормят. Мужик купался в море. Там вот одевает на себя одежду. Да, поэтому те, кто собирается приезжать в Краснодарский край, подумайте, хотите ли вы переживать вместе со всем российским народом то, что будет дальше. То есть откат в 80-е, 90-е, санкции, которые не снимут в ближайшие 50 лет, деградация экономическая, правовая разруха. Вот. Вас еще и заставят любить линию партии правительства, хотя бы демонстративно. То есть не обязательно вы будете прямо ее любить, но демонстрировать любовь вас заставят.
вам придется показывать, что вы разделяете интересы государства. И, соответственно, когда произойдет это все, закручивание гаек, в это же время одновременно в Европе произойдет закручивание гаек, уже начинается, по отношению к беженцам, вообще к экономическим мигрантам. И если сейчас еще как-то можно приехать сюда и на вас посмотрят через пальцы, то в ближайшие несколько, допустим, 5 лет ситуация будет такая, что вам сложно будет сюда привезти деньги. Вы же понимаете, что когда вы пока попадаете в Испанию, тушку вашу вы можете привезти сюда. А вот деньги вам нужно будет как-то сюда их завозить, легализовывать. Просто так на счет в банке вы не можете положить деньги, у вас спросят, откуда они, а докажите, что они легально получены. И могут быть разные варианты. Допустим, закон примут о том, что нужно процент какой-то платить, типа как налог на ввоз средств. В общем, все может поменяться. Законы сейчас общий тренд такой политический. Ужесточить правила въезда и адаптации, легализации на территории Евросоюза. Пока они смотрят сквозь пальцы. Ну, это просто еще и расслабон такой общеиспанский. Но если начну закручивать гайки где-нибудь в Брюсселе или в Берлине, то через годик это долетит и до Мадрида. И тут тоже начнут закручивать гайки. Вот. Может быть, даже перекручивать больше, чем нужно. Вот. Ну, вроде все вам рассказал, показал. Погоду, людей, все гуляют, тепло. Ощущение полное, что сегодня выходной, хотя сегодня пятница. И всего лишь праздник. Ну, видите, салютов, парадов никто Конституции не радуется. Ладно. Пойду. Может быть, заставлю себя работать. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что вы подпишетесь. Или уже подписались. Расшарите это видео. Посмотрите, кстати говоря, если вы недавно начали смотреть мои видео, посмотрите видео, которое я снимал последние 3 месяца. Да и до этого. Я, в общем-то, на своем личном канале «Журналисты в Испании» я видео снимаю с момента, когда я застрял в Испании. И там есть разные города испанские, я показываю, пригороды Барселоны. Вот. И рассказываю о разных городах и о Барселоне. Посмотрите в ретроспективе, что я там наснимал. Может быть, что-то вас зацепит. Все, всем пока.